Привет! Меня зовут Светлана. Сегодня 30 октября 2021 года. И на канале очередное отчетно-развлекательное видео. Сегодня в программе все согласно образовавшейся традиции. В первой части видео отчет по вышивке за неделю. А во второй части мы с вами, друзья, вновь окажемся в Средневековье. Оно так к нам уже привыкло, что ближе к выходным с удовольствием распахивает свои двери и с нетерпением ждет нас к себе в гости. Так заглянем же к нему на часок, дабы прикоснуться к очередной его загадке. Что такое Туринская плащаница? Плод трудов искуснейшего фальсификатора или величайшее чудо истории? Главная ее загадка состоит в том, что и сегодня непонятно, как на полотне сформировался отпечаток. Предполагают, что это стало возможным благодаря неизвестной энергии. Но какой? Энергии воскрешения? Этот вопрос, друзья, мы и рассмотрим с вами сегодня во второй части видео. А пока вернемся к первой, к отчету. Напомню, друзья, я вышиваю картину «Любимая мелодия» по схеме творческой мастерской «Артель Белый кролик», которые, в свою очередь, разработали схему по картине известного итальянского художника Евгенио Эдуардо Зампиги. Размер схемы 576 на 420 стежков. 200 цветов задействовано в работе. Из них 102 бленда. Я вышиваю крестиком в 2 сложения нити на конве 18 каунта Аиди, ниточками ДМС, иглой 28 номера. Вышиваю по электронной схеме в приложении Сага. Меня все устраивает, мне нравится. Это прибавляет скорости в работе. Легче работается, чем с бумажной схемой. Вышиваю в выделенной области от меньшего к большему по цветам. Ну вот, друзья, перед нами сейчас превью картины, которую я вышиваю. И хочу приблизительно показать, где мы с вами сейчас находимся. А находимся мы с вами все еще в левом верхнем углу. Но уже, конечно, ближе к низу спускаемся, да? Уже больше середины вышито левого верхнего угла. Итак, идем, захватываем скатерть, горлышко кувшина, идем вправо-вправо. Тут у нас уже получилась часть курочки. Далее поднимаемся вверх к ножкам Джузеппе в чулочках. Захватываем немножко ручку кувшина, в котором хранится вода. И поднимаемся вверх до упора. Захватываем руку розочки, предплечье, всевидящее око, горшочек с кашей, облупившуюся штукатурку, тень от ситечка и до упора. Вот эта часть у нас уже вышита. Ну, постоянные зрители знают уже. Эта информация, наверное, больше для новых зрителей. Ну, я надеюсь, что интересно всем. Ну, давайте теперь посмотрим, что получилось на конве. Так, ниточки убираем. На таких самых простых планшеточках ниточки у меня хранятся. Убираем превьюшечку. Привет, Джузеппе!
как всегда, приветствует нас с лучистой улыбкой, добрым взглядом, с музыкой. Когда будет розочка готова, будет с песнями и с плясками. Ну, пока вот так, пока только с музыкой. Так, друзья, сейчас я немножко вас побеспокою. Опа, чтобы можно было видеть, где мы с вами. О, вроде бы так нормально. Видно. Итак, как раз то, о чем я говорила. Вышивала я на прошлой неделе вот такой постамент от камина. Так и камин мы с вами еще не закончили. Сейчас я, чтобы вам было понятно, все-таки верну картину назад. Вот он, постамент. А там в глубине очаг будет разводиться. Вот так. И вот она, голубушка, курочка. Так что, друзья, у нас появился еще один персонаж. Вот такая курочка. Вот ее хвостик. Гребешок небольшой. Так что теперь можно сказать, что наш Джузеппе будет с яйцами. Ну, со своими, с домашними. Голодать они точно не будут теперь с розочкой. Вот так, говоря одним словом, да. Ну, перейдем к статистике. Вышито 26% работы. Ну, там чуть больше, по-моему. В крестиках 63 300. И на этой неделе мне удалось вышить 2700 крестиков. Маловато, конечно. А все причина вот в появившихся у меня детках. Вот они, перед вами. Ох, с ними было хлопот, как говорится, полон рот. Вышиваются эти детки, вообще-то должны были вышиваться на темной канве, но как-то не нахожу я общего языка с темной канвой, поэтому вышивала на привычной светлой, поэтому пришлось зашить небо, ниточки подбирала. Ну, а так вроде бы ничего. Еще проблема в том, что полукрест надо было вышивать, некоторые моменты на заготовочке к очередной новогодней игрушке. А я по привычке пошла к крестикам и опомнилась, когда уже практически все было вышито. Ну, я решила, что меня устраивает, и успокоилась. Вот так. Бэкстич достаточно много, но он как-то мне показался несложным. Все нормально. Единственная новинка для меня – это стежок Lazy Daisy. По-моему, так он называется. Да. У девочки на ее пижамке этот стежок вышивался. Ну, вот так, как смогла. Девочка зайку держит, мальчик мишку. Французские узелки здесь, конечно, встречались, но особой сложности с ними не было. Главное было, что после того, как ниточку накручиваем на иголочку, не попасть в ту же дырку, откуда только что вышла ниточка. Вот ниточку мы вытянули, намотали на иголочку, и надо рядышком, тогда будет держаться фрузелок. А иначе, если в ту же дырочку уходит и тянет за собой фрузелок, тоже туда проваливается вовнутрь. И с этим узелком потом морочишься, не знаешь, все обрезаешь заново. Ну, в общем, я приловчилась так, вроде как пошло дело нормально.
Ну, вот такие детки, которым ночью не спится, родителям покоя не дают. Они увидели Деда Мороза, пролетающего на санях, и оставил вот след завьюженный за собой. Ну и наверняка подарочки уже есть под елочкой. Интересный сюжет, мне понравился, такой добрый. Брат с сестричкой, игрушечки, все сложено, аккуратненько. Молодцы, детки хорошенькие. И вот я с ними как зацепилась на прошлой неделе, а на этой уже думаю, ну все, пора кончать. Иначе все. Я уже стала скучать по Джузеппе. И чтобы не забросить их, решила скорее закончить. Ну, вот такое. Заготовочка очередная для новогодней игрушки. Ну вот, друзья, вроде бы я вам все рассказала, да? Статистику сказала, тихим сапом шла с Джузеппе 2700. Объяснила, почему. Да, все нравится мне в любимой мелодии картина. Вот здесь дальше вы видите рассыпаны здесь единички, двушечки, трешки, четырешки, пятерки и так далее и тому подобное. Ну, меня это не напрягает. Ниточка меняется часто, да, ну как, у меня на каждый символ своя иголочка, поэтому одну воткнула в органайзер, другую достала и так далее и тому подобное. Да, конечно, вот эти закрепки, ну, я делаю микрозакрепочку, поэтому тоже особой сложности у меня это не вызывает. Да. И рада я новому персонажу. Курочка. Вот она хорошенькая такая с хвостиком. Что-то или плохо видно, или что, никак не пойму. Вот она. Вот она. Гребешочек, хвостик. Вот она, курочка. Да, друзья, еще немножечко пройти вправо, и Джузеппе будет сматываться. Джузеппе, как же я буду? А? Я же так привыкла всегда смотреть на твою улыбку, вышивать. Ну, ничего. Быстрее, может, дело пойдет, да, Джузеппе? А так скажи, любуюсь на него и ковыряюсь с игрушечками. Ну, тоже я люблю новогодние игрушки вышивать. Есть и такое у меня, да. Ну вот, друзья, отчет я вам предоставила. А теперь настраиваемся, друзья, на нужный лад. Вы уже знаете, что надо делать. Готовимся и отправляемся в Средневековье. Туринская плащаница. Реликвия или подделка? Что такое туринская плащаница? Плод трудов искуснейшего фальсификатора или величайшее чудо истории? Главная ее загадка состоит в том, что и сегодня непонятно, как на полотне сформировался отпечаток. Предполагают, что это стало возможным благодаря неизвестной энергии. Но какой? Энергии воскрешения? Плащаницу по праву можно считать одним из самых изученных памятников истории, учитывая 150 тысяч часов, посвященных ей научных исследований. С одной стороны, ученые-скептики до сих пор не в состоянии объяснить,
как можно было столь умело подделать плащаницу в XIV веке, учитывая уровень развития тогдашней науки. С другой, многие с недоверием относятся к утверждению о ее сверхъестественном происхождении. По версии убежденных христиан, плащаница – это погребальная пелена распятого и воскресшего Иисуса Христа. На другом полюсе масса гипотез о различных вариантах фальсификаций, причем возраст этого куска ткани колеблется в разных версиях от 1 до 3000 лет. Что известно на сегодняшний день? Туринская плащаница представляет собой льняное полотно чуть больше 4 метров в длину и 1 метра в ширину. На нем видны отпечатки тела человека в натуральный рост, как на негативах фотографий, и пятна, которые напоминают пятна крови. Или, как говорят криминалисты, похожи на следы жидкости, похожей на кровь. Это льняное полотно, в которое, как предполагается, было обернуто тело мертвого Иисуса Христа, снятого после распятия, и в котором оно находилось почти 40 часов. Собственно, в плащанице и произошло чудо воскрешения. Достоверной истории плащаницы больше 6,5 столетий. Впервые о ней упоминалось в 1357, по другим источникам 1353 году, когда один из рыцарей передал ее небольшому французскому храму. Хроники сообщают, что некий рыцарь, граф Жуфруа де Шарне, участвовал в походе на Византию. Предполагают, что он и был тем, кто прятал плащаницу в годы гонений на тамплиеров и оповестил о ней мир, когда опасность миновала. Де Шарне представил на всеобщее обозрение льняное полотнище с довольно смутно проступающим на нем изображением обнаженного тела в 2 проекциях – спереди и со спины. По утверждению графа, это полотнище являлось ничем иным, как подлинной погребальной пеленой Иисуса Христа, той самой, в которую распятого учителя завернул Иосиф Аримафейский, и которая, согласно Евангелиям, была обнаружена в гробнице Петром и Иоанном. Реликвия была помещена в специально выстроенной церкви в Лирее, владениях де Шарне, близ Парижа. В 1452 году внучка графа Жуфруа Маргарита де Шарне передала плащаницу герцогам Савойским, чьи потомки позже стали властителями марграфства Туринского. С 1578 года и по сей день плащаница хранится в специальном ковчеге в соборе Джованни Баттиста в Турине. 27 марта 1981 года последний итальянский король Умберто II, находящийся в изгнании в Швейцарии, подписал указ о передаче священного полотна Ватикану. Надо сказать, что обретение плащаницы отнюдь не вызвало восторга у клерикальных властей. Перед церковью и всем христианским миром встал тот самый роковой вопрос, ответа на который нет и по сей день. Что такое туринская плащаница? Собственно говоря, ответов может быть только 3, и церковным владыкам XIV века это было известно не хуже, чем их потомкам в XXI веке. Либо плащаница действительно является подлинной погребальной пеленой Иисуса, хранящей отпечаток его тела, след чудесного воскресения,
Либо она художественное воспроизведение этой пелены, подобие иконы чина лик нерукотворный, созданная художником-иконописцем, либо ее надо считать подделкой под эту пелену, ее имитацией, делом рук ловких фальсификаторов, имевших целью ввести верующих в заблуждение. Необходимость как-то определиться с обретенной реликвией еще в свое время поставила клерикальные власти в сложное положение. Поначалу плащаницу провозгласили подделкой. Нашелся художник, будто бы сознавшийся в том, что плащаница – творение его рук. Неизвестно, правда, при каких обстоятельствах и под каким давлением сделано это признание. Однако почитание, которым была окружена реликвия, заставило, видимо, церковные власти несколько смягчить приговор. В 1390 году папа Климент VII вынес вердикт: плащаницу можно показывать в церкви, но только в том случае, если при этом разъяснять, что это не настоящее полотно, в которое Иосиф Аримафейский завернул тело Христа, а его художественное воспроизведение, икона. Папа явно не решился взять на себя ответственность во всеуслышание подтвердить подлинность плащаницы как величайшей христианской святыни. Не рискнул и публично заклеймить почитаемую реликвию как кощунство и обман. Вариант с иконой разрешал все проблемы. С одной стороны, иконе не возбраняется быть святыней, предметом благоговейного поклонения. С другой, снимаются щекотливые вопросы о чуде. В таком неоднозначном статусе плащаница просуществовала до конца XIX века. Далее, по сути, все 100 лет прагматически настроенные ученые искали и ищут подвох, пытаясь распознать, с помощью какого трюка, фокуса или приема был получен на ткани этот странный отпечаток. В том, что феномен туринской плащаницы должен иметь чисто материалистическое объяснение, прагматики не сомневались. Вопрос заключался лишь в том, каким неведомым нам способом этот фокус был осуществлен. Неспровергателям чуда противостояли те, кто упорно верил или хотел верить, что туринская плащаница, подлинная погребальная пелена Иисуса, чудесное свидетельство чудесного воскресения. В качестве художественного произведения плащаница была выставлена на Всемирной выставке в Париже в 1898 году и не вызвала интереса публики. Перед закрытием выставки археолог и фотограф-любитель Секондо Пиа впервые сфотографировал туринскую плащаницу. После просмотра снимков оказалось, что на них отображены удивительно точные и анатомически правильные очертания человека и его ран, причем в негативном изображении. Открытие Пиа произвело ошеломляющее впечатление. Когда негативное изображение перевели в позитив, то это позволило разглядеть не только в лице, но и в фигуре такие детали, которые раньше увидеть было невозможно. Плащаница за свою историю побывала в нескольких пожарах, оставивших на ней свои следы. В последний раз она оказалась в огне в 1997 году. Тогда из закрытого пуленепробиваемого саркофага ее чудом удалось извлечь
одному итальянскому пожарному, ставшему после спасения плащаницы национальным героем. В 1997 году точную копию туринской плащаницы, а всего таких копий в мире 5, известный американский ученый Джон Джексон передал в Московский центр по изучению плащаницы, в котором трудятся православные физики, математики, биохимики, искусствоведы и ученые других специальностей. С тех пор, как были сделаны первые снимки плащаницы, ученые всего мира пытаются разгадать тайну загадочного полотнища, но пока безрезультатно. Пелену изучали с помощью рентгеновской дефектоскопии, ультрафиолетовой развертки, анализатора изображения, разработанного НАСА, а также химического анализа и других непростых методов. Мы попробуем ответить на самые популярные вопросы, которые задаются по поводу пелены. Место изготовления плащаницы – Израиль, Палестина или нет? Каков возраст полотна? То есть была ткань изготовлена в XIV веке или все-таки раньше, в эпоху жизни Иисуса Христа? Принадлежит ли образ и пятна крови на ткани реальному человеку, который умер на кресте? Подтверждает ли плащаница факт распятия и воскресения Христа? Первые христиане благоговейно хранили, часто рискуя жизнью, вещи из земной жизни Спасителя, считавшиеся священными. Начало истории хранения раннехристианских реликвий по понятным причинам мало изучено. Тем не менее, существует и ряд версий и легенд на эту тему. С первых веков христианства существовало множество легенд о нерукотворном образе Иисуса Христа. Было широко известно житие святой Вероники, благочестивой иерусалимской женщины. По пути Христа на Голгофу она дала ему свой платок, чтобы он смог вытереть кровь со своего лица. 6-я остановка крестного пути. Иисус промокнул платком лицом и возвратил его женщине. Платок был сложен втрое, и на нем 3 раза отпечатался нерукотворный лик Христа. Так Иисус поблагодарил Веронику за ее скорбь по нему. Святая Вероника умерла в Риме, завещав святыню ученику апостола Петра, папе Клементию. В VII веке платок еще хранился в церкви Святой Марии Маджоре. Его показывали очень редко, причем только коронованным особам. С XII столетия реликвия хранилась в соборе Святого Петра в Риме. Святыню, как утверждают, в 1608 году оттуда украли, разбив раму. В 1999 году в итальянской церкви аббатства Монопелло высоко в Апеннинских горах украденный артефакт нашелся. Исследователи изучили его и пришли в частности к выводу, что лик по многочисленным характеристикам совпадает с лицом на туринской плащанице и очень похож на многочисленные изображения Христа средневековыми художниками и иконописцами. Вполне вероятно, что они четко ориентировались именно на этот нерукотворный лик. Были и другие святые нерукотворные лики. Они хранятся в других местах. В этом ряду стоит история о царе Эдессе Авгаре V Великом, которому Иисус послал плат со своим нерукотворным образом и тем исцелил от проказы. В
В IV веке историк Евсей Кесарийский обнаружил в архиве Эдессы сирийский документ, говорящий о переписке царя Авгара по прозвищу Укама с Иисусом Христом. С IV века с этого плата срисовывали копии авгарские иконы и широко распространялись. Где реликвия находится сейчас, неизвестно. Предполагают, что это Туринская плащаница, некоторое время экспонировавшаяся в сложенном виде так, что был виден только лик. В 1993 году доктор Ребекка Джексон, исследовательница Туринской плащаницы, выдвинула гипотезу о том, что эта ткань сначала могла использоваться в качестве скатерти, укрывавшей стол во время тайной вечери. Доктор Джексон, исследовав пятна на плащанице, пришла к выводу, что они остались после трапезы Иисуса и апостолов. Исследовательница считает достаточно высокой вероятность того, что Иосиф Аримафейский являлся членом официального еврейского похоронного общества. Он еще при жизни Иисуса был его тайным учеником. Следовательно, Иосиф формально мог требовать тела Иисуса Христа у Пилата, но, возможно, не успев до восхода солнца, позже у евреев хоронить было запрещено, найти традиционную ткань для погребения, использовал для этого скатерть с тайной вечери, которой один раз накрывали стол. Ткань туринской плащаницы, изготовленная из льна без вышивки и украшений, соответствует всем требованиям к еврейскому погребальному савану. Особенности переплетения нитей ткани свидетельствуют, что она изготовлена давно утраченным способом, применявшимся в начале нашей эры на Ближнем Востоке. Об этом говорят и разновидности использованного льняного волокна. Из 58 видов пыльцы, обнаруженной на плащанице, 13 относятся преимущественно к району Мертвого моря в Израиле, а 6 из них встречаются на растениях, произрастающих исключительно в районе Иерусалима. Остатки почвы на подошвах ног человека, который был завернут в пелену, соответствуют почве, встречающейся в Иерусалиме. На полотне были найдены микроскопические кристаллы минерала арагонита, который действительно встречается в Иерусалиме. На материи исследователи не обнаружили никаких посторонних красящих веществ. Отсюда был сделан вывод, что изображение на ткани, подобное изображению на негативе, могло появиться при воздействии очень сильного потока света. Энергия воскрешения. Когда обычная ткань сама становится как бы негативом. На изображении более темные детали реального тела выглядят, как на фотографическом негативе, более светлыми, и наоборот. Но никто, даже в условиях современных лабораторий, не смог воспроизвести ничего подобного изображению на плащанице. Некоторые ученые утверждают, что для получения такого изображения необходим больший поток света внутри плащаницы, чем при ядерном взрыве в Хиросиме, но при этом ткань должна быть сохранена. Экспертиза установила следующее. Этим полотном действительно было обернуто мертвое тело, причем не более 40 часов, так как в противном случае на полотне остались бы следы разложения. Далее тело не было вынуто из полотна, а как бы испарилось из него.
Но если принять гипотезу, что туринская плащаница действительно зафиксировала настоящее тело Христа, то в глаза бросается ряд нестыковок. Когда покрывало лежит на теле, оно прилегает к поверхности этого тела. Следовательно, отпечаток на той части, которая обволакивает, скажем, лицо, должен быть больше изображения лица, когда мы смотрим на него спереди. Даже при наличии идеальных условий и использовании еще неизвестного способа получения изображения, например, такого как выпаривание, покрывало должно быть жестко закреплено над телом на каком-то каркасе, чтобы получилось неискаженное двумерное изображение. Иначе, когда мы снимем и разложим покрывало, привычные пропорции тела будут на изображении искажены. Но на плащанице нет таких искажений. Совершенно отсутствуют пустые места, которые должны появляться из-за складок. Изображение слишком гладкое. Отпечаток окровавленных ступней на покрывале геометрически не соответствует положению ног. Ступни лежащего человека обычно направлены пальцами вверх, а здесь ступни подошвами стоят на покрывале, и тогда колени должны быть согнуты. Волосы человека, изображенного на туринской плащанице, не спадают вниз, как это бывает у лежащего человека, а обрамляют лицо, как на картинах. Руки и пальцы различной длины, так одна рука на 10 сантиметров длиннее другой. Кровь течет так, как если бы это было изображение вертикально стоящего человека, и не сворачивается, что было бы естественно. Тот, кому хоть раз попадала кровь на одежду, знает, какие бесформенные пятна образуются при этом. Со временем они чернеют, а кровь на покрывале все еще красноватая. Доктор Уолтер Макроун и его коллеги из Макроуновского исследовательского института считают, что образ на плащанице был нарисован, потому что они обнаружили на полотне оксид железа, вещества, иногда используемого при изготовлении красок. Однако ученые, работающие над исследовательским проектом «Туринская плащаница», определили с помощью рентгенофлуоресцентных опытов, что точки скопления железа не имеют отношения к плотности изображения. Кроме того, доктор Джон Хеллер и доктор Адам Адлер установили, что оксид железа относительно чист от примесей, в отличие от оксида, содержащегося в красках. Они также установили, что возникновение на полотне относительно чистого оксида возможно при изготовлении ткани. Согласно информации известного ученого Николаса Аллена, в отличие от изображений, нанесенных обычными красками, образ на плащанице не поддается растворению, отбеливанию или другому видоизменению с помощью традиционных реактивов. Несмотря на заявления сотрудников Института Макроуна об отсутствии на плащанице веществ, входящих в состав крови, многочисленные исследования свидетельствуют об обратном. В 1593 году был произведен первый анализ проб на обнаружение человеческой крови на плащанице. Применив 12 различных тестов, ученые обнаружили гемоглобин, билирубин, гем, протеин, альбумин и другие вещества, входящие в состав крови, и даже некоторое количество ДНК. Реакция на антигены и антитела подтвердила, что на плащанице следы человеческой крови. Исследователи отмечали, что
избыток билирубина, реакция на большой выброс адреналина в крови, найденной на полотне, возможно, свидетельствует об избиении человека, который был в него завернут. Причем кровь находится под изображением. То есть сначала отпечаток крови, а затем сверху изображение в виде негатива. Правда, если говорить о количествах обнаруженных биологических веществ, то они очень малы, настолько малы, что это позволило предположить, после того, как столько людей на протяжении столетий имело дело с покрывалом, было бы чудом, если бы на нем не было найдено никаких биологических человеческих следов. Характер погребения тоже показателен. Римляне во времена Христа сжигали трупы, египтяне вынимали внутренности и пеленали трупы, и только евреи сохраняли их нетронутыми и укладывали умерших во всю длину тела на полотна ткани. Положение скрещенных вытянутых рук на теле – характерный признак еврейских погребений, что было доказано при изучении Есейского кладбища близ Мертвого моря в Иудее. По еврейским традициям тела не только заворачивали в ткань, но и стягивали их сверху особыми бандажами, полосками ткани. При взгляде на изображение на плащанице можно увидеть, что наиболее четкий отпечаток на ткани получен в областях головы, рук и ног. Нельзя исключить, что в этих местах ткань была приближена к телу умершего лентой или бичевой, обхватившими тело. Показательно, что именно в этих местах по еврейским традициям ткань перехватывали бандажами. Впрочем, по традициям еврейского погребения, прежде чем завернуть мертвое тело в большой саван, его сначала нужно было обмыть. Тогда непонятно, как сохранились отпечатки потеков крови. Они должны быть смыты. А затем и завернуть в несколько небольших кусков ткани, отдельно для головы, для туловища, ног, а потом уже в саван целиком. И тогда изображение тела должно было отпечататься на этих кусках ткани, более близких к телу. Впрочем, у ученых осталось еще множество неразрешенных проблем, и важнейшая из них – научная датировка плащаницы. Определение времени изготовления ткани первым веком нашей эры значительно повысило бы вероятность ее подлинности. Поздняя датировка исключила бы такую вероятность. В 1988 году руководители католической церкви разрешили передать 3 университетским лабораториям в Англии, в США и в Швейцарии маленькие образцы плащаницы весом примерно 50 мг каждый для радиоуглеродной датировки ее возраста. Радиоуглеродный метод основан на использовании чувствительных счетчиков радиоактивного излучения, испускаемого изотопом С14. Период его полураспада равен 5568 годам. Примерное соотношение радиоактивного С14 и нерадиоактивных С12 и С13 изотопов на Земле известно, поэтому, определяя в старых материалах соотношение радиоактивного С14 и стабильных изотопов С12 и С13, можно приблизительно посчитать, как много атомов С14 успело распаться к настоящему времени. После этого можно получить примерную дату появления данного образца на свет.
В Оксфорде решили, что ткань была сделана в 1200 году, плюс-минус 30 лет. В Цюрихе пришли к дате 1274, плюс-минус 24 года. А в Тусоне сообщили, что ткань плащаницы сделана в 1304 году, плюс-минус 31 год. Эти данные, как казалось, полностью исключили возможность того, что на плащанице запечатлено тело Иисуса Христа. Это более поздняя подделка, заявили не без вздоха облегчения многие атеисты. Однако спустя некоторое время в прессу стали просачиваться сведения о том, что с предоставленными ученым образцами ткани плащаницы, возможно, произошла ошибка, и что эти образцы не представляют собой аутентичные участки самой плащаницы, на которой имеется изображение тела распятого человека. Многие уже в 1988 году обратили внимание на то, что вместо образцов основной ткани плащаницы в лаборатории физиков были переданы кусочки, вырезанные из боковой полосы, пришитой к плащанице позже, и к тому же из того участка, где ткань была наиболее повреждена и запачкана грязью более позднего происхождения. Наконец, 19 августа 2002 года сообщили, что в обстановке секретности были снова изучены 30 небольших участков плащаницы, на которые сестрами-монахинями в 1534 году были нашиты треугольные заплатки, прикрывшие места, прожженные при тогдашнем пожаре. Новый анализ, проведенный в Швейцарии, якобы показал, что 60% волокон в образцах были вплетены монахинями в XVI веке в ткань I века. Именно это сместило датировку в сторону XII-XIV веков. Но дело не в одной лишь возможной ошибке в выборе участка ткани для радиоуглеродного анализа. Были выдвинуты такие гипотезы, касающиеся ошибок самого радиоуглеродного метода, неминуемых при работе с такими объектами, как бумага, ткань или растительные остатки. При трактовке результатов радиоуглеродного анализа надо быть уверенным, что современные материалы никогда не входили в соприкосновение с датируемым образцом, так как допустимо искусственное обогащение образца современным углеродом, в котором атомов С14 гораздо больше, чем в старых образцах. На этом и основаны утверждения критиков вывода о позднейшем возрасте плащаницы. На протяжении веков она не просто соприкасалась с более поздними тканями. Много веков она покоится на шелковой подкладке в ларце, выложенном бархатом. Другая гипотеза основана на том, что плащаница многократно оказывалась в горящих соборах, когда ее чудом спасали и когда ларцы, в которых ее хранили, оплавлялись от жары, и расплавленное серебро прожигало ткань. Несомненно, что такой пожар был, например, ранее конца XII века, ибо на хранящемся в Венгрии миниатюрном изображении, датированном 1192-1195 годами, характерные следы ожогов видны ясно. При таких ожогах неминуем процесс химического изменения молекул ткани, и атомы с более молодым углеродом, несущим большее количество атомов изотопа С14, могли исказить атомный состав молекул целлюлозы.
Еще одна гипотеза, даже группа гипотез, объясняет ошибку радиоуглеродной датировки тем, что в течение веков даже при нормальных условиях происходит непременный обмен атомов углерода образца с атомами из окружающей среды прямо из воздуха. Если только изучаемый материал не был в течение всех веков наглухо запечатан в каких-то сосудах, пещерах и тому подобное. Причем условия хранения могут сильно влиять на процессы этого обмена. Тем, кто работает в области изучения атомного состава материалов, исследует высвобождение радиоактивных изотопов из различных источников, в том числе из радиоактивных захоронений и тому подобное, такой процесс обмена атомами хорошо известен. И непонятно, почему физики из Оксфорда, Тусона и Цюриха даже не упомянули о возможности омоложения ткани изотопами углерода, вошедшими в ткань плащаницы много позже того, как ткань была соткана и использована по назначению. Четвертая гипотеза основана на предположениях о развитии на поверхности плащаницы бактерий и микроскопических грибов и выработке этими микроскопическими организмами-загрязнителями плотной пленки, подобной тончайшему полимерному покрытию, атомы которой могли внести существенный вклад в искажение результатов датировки. Пятую группу гипотез выдвигают те ученые, которые указывают, что даже те почти 6 веков, что плащаница находится под непрерывным наблюдением, ее не раз мыли в маслах, описан случай, имевший место в 1508 году, протирали тканями, пропитанными маслами и тому подобное. При этом неминуемо более молодые материалы могли проникать между первичными волокнами ткани и менять соотношение изотопов углерода с массовыми числами 12, 13 и 14. Здесь особенно важно подчеркнуть, что всего лишь 10% замещение S12 на S14 способно, как это утверждают российские исследователи, омолодить ткань на 700-800 лет. Впрочем, есть и совсем уж революционные версии. Например, в 1989 году физик из лаборатории высоких энергий Гарвардского университета Томас Филлипс предположил, что в момент воскресения Христа его тело испустило мощный импульс тепловых нейтронов, а почему бы и нет? Что мы знаем о физике воскресения? При этом некоторые ядра изотопа С13, захватывая нейтроны, могли превратиться в ядра С14, омолодив таким образом ткань плащаницы с точки зрения радиоуглеродных исследований. Так, в деле о плащанице добавилась еще одна загадка. Наверное, их будет еще много, ведь Туринская плащаница не столько объект научного исследования, сколько сгусток разных идеологических, социальных и других проблем. Мне кажется, она настоящая. Ну, вот так. Друзья, пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Я желаю всем мира, здоровья и всяческого благополучия. А на сегодня все. Встретимся в следующем видео, в следующем. Ну а пока-пока.